Всем привет, и вы снова на канале Супер Арбалет. Сегодня у нас на обзоре прикольный и необычный лук. Лук Шнеппер от компании Jansing Gambit 109. Неспроста этот лук называется Шнеппером. Он единственный в мире, который стреляет шариками. Прикиньте, лук, который стреляет шариками. Вы хоть раз это видели, нет? Я не видел. Так вот сейчас будем разбираться на самом деле, как он стреляет стрелами, и посмотрим, как он пуляет шариками. И чтобы этот лук стрелял шариками, инженерам реально пришлось изощриться. Здесь стоит две тетивы, прикиньте, две тетивы. И соответственно ловушка, которая крепится к этим двум тетивам. И вот самое интересное как раз в этой ловушке. Она закреплена с внешней стороны. То есть когда вы тянете за петлю, то вероятность, что эта петля может оторваться от этих тетив, очень высока. Но тогда вы скажете, возьми эту ловушку и перенеси сюда, с внутренней стороны. Тоже логично, наверное, было бы. Но она же может вылететь с этим шариком вместе. И, соответственно, например, приведет к какому-то рикошету. Вероятнее бы всего было бы эту ловушку поставить между тетив и примотать. Но это, скорее всего, сделать невозможно, потому что тут плоская ловушка. И вероятность того, что может съехать она с тетив, очень высока. И что еще касается, ребят, стрельбы шариками. Когда вы будете стрелять шариками, то нужно обязательно демонтировать полку отсюда. И обязательно демонтировать прицел с лука. Полка и прицел будут находиться в зоне траектории полета именно шарика. И не дай бог этот шарик заденет полку, либо прицел. Хорошо, если просто сломает. Прицел, например, там окно прицела, либо там полку сломает. А если отрикошетит обратно в вас, то, соответственно, мы снова имеем те же последствия, что и при обычном рикошете. И вот смотрите, как на заводе делают. Выше ловушки ставят специально перемычку здесь для стрелы. И у вас стрела находится выше. Соответственно, если вы будете ставить сюда полочку, то вы ее будете ставить явно выше, чем отверстие Бергера. Вот оно, отверстие Бергера, куда крепится сама полка. Почему? Потому что у вас сам ног будет находиться выше. И когда вы будете стрелять шариком, полка будет выше, шарик будет вылетать через раму и ровно ударяться в полку, потому что полку нужно ставить выше. Тогда мы задаемся другим вопросом. А если нам наоборот поставить, например, ловушку выше, а крепление под ног ниже? В принципе, логично. Но сам завод рекомендует непосредственно сделать так, чтобы ловушка была ниже, а куда ног вставляется выше. Поэтому я сегодня буду в этом вопросе разбираться и будем смотреть, как нам лучше сделать, чтобы это все было, первое, безопасно, второе, может быть, у нас получится сделать так, чтобы мы могли стрелять и шариками, и стрелами, не снимая полки. То есть и рыбку съесть, и в лодку сесть. Остается еще ряд вопросов, особенно к безопасности. Давайте сначала я вам приведу пример с рогаткой. Да? Вот у вас есть рогатка, сама рогатина, и резинка на рогатке. И на этой резинке есть ловушка. Вы туда кладете там камень, шарик, без разницы, растягиваете, отпускаете. У вас резинка проходит саму рогатину, и после уже рогатины у вас вылетает снаряд. Что же происходит здесь? Вы растягиваете лук, у вас снаряд вместе с этой вот ловушкой доходит до конечной точки, и после этого шарик у вас вылетает уже через тросы и через окно лука, и после этого он только безопасно вылетает в сторону мишени. Так вот представим, если этот шарик, не дай бог, ударится где-нибудь в тетиву, либо в раму лука, то это сразу же рикошет вам по физиономии. И в лучшем случае, если вы останетесь, скорее всего, живы. Если там реальная скорость заявлена 310 FPS, то это лук, я так понимаю, что может быть настолько даже смертельным, если будет рикошет. Есть там несколько видосов в интернете, где стреляют с этого лука, но предварительно одев маску, специальную защитную. То есть я не думаю, что стрельба из лука подразумевает под собой маску, латы, не знаю, там кольчугу сразу одеваете, все такое побольше. Не дай бог, если отрикошетит, чтобы вы не умерли.
Мы специально раздобыли защиту, чтобы с этого лука можно было стрелять шариками. О! Честно говоря, я больше пугаюсь вот этого шарика. Обратно чуть-чуть. Так, вот. Шариками стрельба. Короче, приложиться здесь невозможно. Опускаю забралу. Как резинка от трусов! Ты слышал, нет? Это короче, когда резинку от трусов, знаешь, такая была вот, в детстве, блядь, такой птинь, птинь, вот это примерно такой же был выстрел по звуку. Значит, смотрите, что произошло у нас. После 2 выстрелов шариками. Первое, развязалась вот эта петля. Она была на 2 узлах завязана. Соответственно, вот один узел развязался. Хорошо, что мы ее здесь сделали такой вот грибочек. Подпалили специально, чтобы она не вылетела. Поэтому вот эта конструкция однозначно уже ненадежная. Поэтому это обязательно нужно иметь в виду. Сейчас мы перезавяжем. И еще попробуем несколько раз выстрелить уже без шлема шариками. Повторюсь, это все, на мой взгляд, очень опасно, вот, потому что все это выглядит самодельно и очень ненадежно. Поэтому я это делаю на свой страх и риск. И призываю вас обязательно это учитывать, когда вы будете иметь такой лук и с него пробовать стрелять шариками. Безопасность самое главное. Значит, после еще 2 выстрелов у нас снова петля развязалась, и мы решили сделать замедленную съемку, и на ней увидели, сейчас мы покажем этот кадр, что часть нижняя вот этой петли бьется вот об этот резиновый демпфер. Он является упором, если шарик полетит неправильно, чтобы вам по руке не ударило. Так вот, замедленная съемка как раз показывает, что после нескольких выстрелов низ петли задевает за этот демпфер, а демпфер он вот так вот поднимается, вы сейчас это увидите. И развязывает эту петлю. Поэтому я еще раз повторю, что данная конструкция сделана, видимо, для того, чтобы просто можно было несколько раз стрельнуть. Но надежность здесь оставляет желать лучшего, потому что я слышу вот этот звук после того, как происходит выстрел, как будто резинка от трусов. То есть лук настолько, видимо, пластилиновый. То есть вот это все так болтается, что просто вот этот такой вот звук. Вот как реально как обычная резинка. На замедленных съемках очень видно, как вся эта конструкция, ну так скажем, ведет себя как желе. Поэтому сейчас попробуем пострелять еще чуть-чуть шариками и дальше приступим к стрелам. Как вы заметили еще, ребят, у нас здесь не стоит прицел. Почему? Объясню. Первое, я боюсь, что шарик может прилететь в окно прицела, это первое, и отрикошетить. Соответственно, это небезопасно. И второе, вот эта конструкция находится-то прям на уровне прицельного окна. Понимаете, да? Когда я буду растягиваться, соответственно, нужно прицеливаться. И, соответственно, вот это вот все мешает смотреть в окно прицела на пины. Поэтому я здесь целился просто интуитивно, ну, то есть чуть поменьше, чуть пониже наклонял лук, чтобы можно было попасть, и отслеживал, что куда будет лететь. Поэтому, на мой взгляд, прицел здесь не безопасен, если он здесь установлен, и в него не видно. Поэтому, что так разбираться, стрелять нужно, скорее всего, без прицела. И так как у этого лука бинарная система стоит, то, по идее, мы эту ловушку выше не можем закрепить. Объясню почему. Она сейчас стоит по центру этих вот блоков. И, соответственно, если мы ее сместим выше, мы уже будем тянуть лук, скорее всего, с рассинхроном. Точнее, не скорее всего, а с рассинхроном. И, соответственно, вылет этого шарика у нас будет происходить как? Немножечко волнообразно. Я считаю, что инженерная мысль Поднебесной была чуть-чуть недоработана. Объясню почему. Наверное, нужно было посмотреть в сторону того, что была бы универсальная ловушка, чтобы вы могли стрелять и шариками, и стрелами. Ну, нужно было просто заморочиться. Либо, соответственно, заморочиться в стрелах. Те, которые примагничиваются, и вы стреляете. То есть, а здесь сделали, ну, опять, чуть-чуть колхозно. То есть, либо вот так, либо вот так, либо
там что-нибудь попридумывайте и сами уж там дорешайте, а это уже нас не касается, мы же там что-то вам продали, там какую-то ахинею, а дальше уже дело ваше колхозить. И что самое главное, ребят, у этого лука модуль не двигается, то есть меняется только стопор. А что это означает? Что если стопор стоит на единичке, как здесь, то вы лук растягиваете. Сейчас я покажу просто, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Вы лук растягиваете, вот у вас лук уперся, и он запасает как бы, ну вот максимальной энергии. Кстати, здесь уже рассинхрон даже вот видно. Но если мы ставим этот же стопор с единицы на семерку, увеличиваем растяжку, то что будет происходить? То у вас просто прибавится холостого хода, а энергии запасаться не будет, потому что модуль не двигается. Сброс. И дальше просто ты тянешь. Вот свободный, видите, свободного хода. Вот что я имел в виду, поняли? С этого лука можно стрелять как правша, так и левша. То есть тут все симметрично, кроме вот этой рукояти. Готовясь к сценарию, я как раз это заметил, что когда ты берешься левой рукой, то кисть ложится четко в этот упор. А если вот берешься правой рукой, то прям чувствуется с этой стороны немножечко выпуклость. Поэтому не очень удобно стрелять именно для левши. Но вообще лук подразумевает стрелять и правше, и левше. Давайте теперь коснемся пипсайтов. Вы сюда можете поставить пипсайт определенного размера. То есть, чтобы он как раз идеально подходил между этих двух тетив. И, конечно, я думаю, сюда можно поставить пипсайт с резинкой. Но самое главное, чтобы эта резинка не находилась на траектории полета шарика. Учтите только это. Поэтому, думаю, в принципе, двухниточный пипсайт сюда только подходит. Соответственно, либо без резинки, либо с резинкой. Без резинки пипсайт здесь крутиться не будет, потому что он вживляется между двух тетив, а не в саму одну тетиву. Поэтому, в принципе, с пипсайтом не должно быть никаких проблем. Но самое главное еще этот пипсайт отрегулировать по высоте, потому что тут маленькая ата, и, соответственно, пипсайт нужно задирать, больше к блокам поднимать. И вот здесь, видите, какая обмотка длинная. Есть крепление вивер. Можно поставить фонарь, ну, либо то, что вам нужно будет. И есть отверстие под стабилизатор. Либо тоже под второй фонарь. Например, здесь у вас ЛЦУ, а здесь у вас фонарь. Поэтому крепление для прицела с обоих сторон. И, соответственно, крепление для полочки тоже с двух сторон. То есть, как я и сказал, для правши и для левши. Поэтому предлагаю, сейчас я его настрою. Не буду даваться в подробности именно настроек. Если что-то будет интересное, я потом их расскажу при стрельбе. Поэтому погнали! Короче, вторая ебань в том, что ты носом прикладываешься только в одну из веревок. И она вот так вот, короче, пипсайт перекручивает, короче. Ну, нужно смотреть, когда мы уже будем стрелять в солнечный день. Тогда уже что-то будет понятно, пока мы только будем настраивать. Как вы можете заметить, мои внимательные зрители, что обмотка на этом луке чуть не симметрична. Видите, одна тетива обмотана выше, другая ниже. Так было обмотано на заводе. И что касается обмотки в районе пипсайта, видите, какое маленькое пространство для регулировки пипсайта. Соответственно, я когда прикладываюсь, пип должен стоять выше. Поэтому я его закрепил прямо на обмотку. Ну, особо не буду, короче, париться. Ставим ловушку для шариков. Мы завязали новую петлю, посмотрели по инструкции именно китайцев. И, соответственно, уже будем смотреть, и какие-то особенности я вам потом расскажу после того, как я зафиксирую эту ловушку на двух тетивах. Значит, итог следующий. Мотаю гнездо под хвостовик, как завещали китайские инженеры. В итоге не знаю, что получится реально. Получается полный колхоз. Перемотал сначала восьмеркой, и теперь вот просто нитку накручиваю, чтобы было хоть какое-то маломальски адекватное гнездо. Но дальше посмотрим. Сейчас я намотаю, и уже после этого я скажу какие-то пару слов без протокола. Самое главное, знаешь, что самое главное? Что на Алиэкспрессе ты никому не предъявишь претензий, в отличие от российского магазина. Поэтому, если вы купите в российском магазине какой-нибудь такой лук, я думаю, если вас убьет, то пусть там ваша жена, блядь, придет и скажет: блядь, вы хуйню продали, возместите ущерб.
Ну что, наши настройки подходят к концу, колхозные. Поэтому, как вы видите, полка тут стоит необычная. Здесь встала только спортивная полка Байтер. Другие полки просто не подошли. И по очень, так скажем, простой причине. Нужно было поднять от отверстия Бергер на 2 сантиметра вверх полочку. Никакая полочка не поднялась, кроме вот этой Байтер. Поэтому довольно-таки хорошая штучка за 20 тысяч. Значит, сейчас попробуем выстрелить стрелой. Шариками, ну, в принципе, более-менее, но точности вообще никакой нету. Почему? Потому что нет прицела. Значит, прицел, у нас нет прицела и со стрелами, потому что мы его забыли, когда собирались ехать как раз вот на стрельбу. Но ничего страшного, сейчас я, грубо говоря, прицелюсь, даже без прицела, плюс-минус будет понятно, как я стреляю, и, соответственно, посмотрим кучность именно со стрелами на данном луке. Как я уже говорил, полочка стоит Байтер, поэтому она, в принципе, настраивается очень хорошо. Поэтому смотрим, что будет со стрелами. Я повторюсь, ничего страшного, что здесь нет прицела, то есть я какие-то точки, маркеры выбрал, чтобы можно было прицелиться, они будут всегда постоянными. Поэтому ничего в этом страшного нету. Нам самое главное вам показать, как этот лук стреляет. А уж точность, это уж дело такое второстепенное. Но все равно он как-то дребезжит от слова того, что как будто он пластилиновый. То есть вот эта тетива, она, я так понимаю, что либо ударяется вот в этот демпфер, и звук такой динь-динь-динь, дринь-динь-динь. Ну, то есть как бы он чуть-чуть напрягает, как будто неправильная работа лука. Но я так понимаю, что это сделано для того, чтобы, может быть, даже и конструктивно было сделано правильно. Вот, чтобы тетива уходила дальше, вот, и провожала шарик, как на рогатке резинка. Поэтому, по сути своей, лук имеет место быть на рынке при стрельбе и стрелами, и шариками. Но есть очень много нюансов. Вот, например, шариками, когда мы стреляли, сразу же петля развязывается. Как мы заметим, что стрелами мы стреляем, такого не происходит. Потому что вес стрелы и, ну, как бы сама стрела тяжелее, чем шарик. Соответственно, энергии больше уходит на разгон стрелы. Тетива, слышно даже по звуку, что она меньше дринкает, чем на стреле меньше дринкает, чем шариком. Но по кучности, в принципе, я думаю, что кучность должна быть нормальная, 18 метров. Для развлечения вполне будет нормально. Вот, поэтому давайте, наверное, к резюме данного лука. То есть имеет место быть этот лук вообще в жизни. Но больше вопросов, конечно, к безопасности при стрельбе шариками. Не дай бог, что-то пойдет не так, какой-то рикошет. Хотя, когда я стрелял, такого не было. Вот, и я уже потом даже снял шлем и забраву поднял. И после нескольких двух выстрелов я успокоился, что, ну, вероятность того, что он отлетит, не такая уж и большая вероятность. И поэтому забыл. Дальше не знаю, что сказать про этот лук. Хуйня, короче, какая-то, но, в принципе, имеет место быть. Итак, что у нас в итоге получается? Давайте подведем резюме по этому луку. Стреляет он шариками? Да, стреляет. Не без косяков, но стреляет. В плане безопасности ничего такого у нас не произошло. Да, что я мог больше всего волноваться, чтобы шарик отрикошетил, отлетел. Поэтому стрельба имеет место быть. Насколько это все долговечно, насколько это все качественно, не знаю. Но шарик метров, наверное, с 10, разлет очень большой. То есть я там пытался и так прицелиться. То есть какую-то, наверное, можно найти точку прикладки. И пипсайт, чтобы можно было правильно поставить. Но насколько это точно, не знаю. Без прицела, так скажем, это очень проблематично стрелять. Это первое. Значит, второе, что касается вот этой вот петельки. Она каждый раз задевает, как я сказал, и за этим нужно очень постоянно следить, а это напрягает. Каждый раз выстрел, ты такой, опа, надо посмотреть, ничего там не сломалось, да? То есть, и когда ты много начинаешь стрелять, не знаю, там не один-два выстрела, там 10, 20, 30, там развлекаешься, когда на даче стреляешь, на это не перестаешь обращать внимание. А это здесь очень важно.
потому что что-то пошло не так, бах, и, соответственно, могут какие-то быть там, типа холостые выстрелы, там какие-то там, не знаю, шарик, например, там срикошетит при выстреле за счет этого, когда ты будешь натягивать этот лук. Значит, что касается стрельбы шариками. Значит, что касается стрельбы стрелами, ну, в принципе, довольно-таки все нормально. Стрелами лук стреляет вполне неплохо. Вот. Но, повторюсь, вот эта вот вся пластилиновая конструкция, то есть вот эта тетива, которая дринкает как резинка от трусов, это немного напрягает. Но для развлечения это, ну, на мой взгляд, не очень важно. И я всегда высказываю свое субъективное мнение, что лук сделан во всех традициях поднебесной. Не нужно от него ожидать что-то такого там сверхъестественного, вау, да, что он будет там лучше, чем какой-то американский даже лук среднего уровня. Поэтому для развлечения этот лук имеет место быть. На мой взгляд, субъективный, я бы, наверное, не знаю, ну, посомневался, купить ли его или не купить. Потому что я чуть-чуть разбираюсь в луках, а может быть даже где-то и не чуть-чуть. Что касается установки здесь аксессуаров, да, о них нужно позаботиться, потому что здесь любая какая-нибудь там самая дешевая полка за 500 рублей не встанет, потому что я уже объяснял, нужно все отрегулировать по высоте, потому что само гнездо для хвостовика ставится выше, чем у тебя находится петля, поэтому и полку нужно поднимать выше. Короче, все эти особенности мы в видео, в принципе, указали. Поэтому остается вам на откуп, покупать этот лук или не покупать. На Алиэкспрессе, либо в России, без разницы. Моя задача показать, что это работает, как это работает и безопасно ли это для вас. Поэтому, ребят, подписываемся на наш канал, ставим лайки и стреляем метко. Всем пока. Всем пока.